Привет, мои дорогие зрители. Ну, праздник у нас прошел, но осадочек остался. Какой осадочек? А вот какой. Надо же такому совпадению приключиться. Аккурат на праздник у нас был уничтожен злобный оман современности. На волне совершенно искренних эмоций я был дело опубликовал некоторые посты на эту тему. На что от некоторых моих друзей последовали неодобрительные реакции. На самом деле они были полны непонимания. Поразмыслив, я решил позволить себе поинтересоваться и у них, и у тех, кто тоже хотел бы это спросить, но благоразумно промолчал. Имеет ли право человек радоваться жизни, спасенной жизни? Обратите внимание, здесь даже не о том разговор, имеет ли право человек или целое государство обеспечивать безопасность от прямых недвусмысленных угроз, а только о праве радоваться спасению. Возникает подозрение, что мои критики искренне не видят повода для проявления радости, так как не обладают таковыми навыками в принципе. А вы помните, где-то там у нас в хороших и смелых христианских книжках проскакивала обличительная мысль: если бы христиане действительно верили в существование ада, они не сидели бы спокойно на своих собраниях, а непрестанно занимались бы спасением грешников. Еще более худшая проблема в том, что христиане не особо-то веруют в то спасение, о котором так много говорят, ну или просто не сильно осознают. Я сужу об этом просто по их способности радоваться. А такому человеку вполне естественно, что не очень будет нравиться, когда в его поле зрения будет попадать кто-то, кто будет пользоваться правом на радость в полной мере. И это, кстати, тоже достаточно естественно. Ведь все мы в плоти. Только и это не все желают осознавать и попросту отрицают. Я это говорю не только применительно ко мне, но и по отношению всего моего народа. Ведь тот современный оман угрожал расправой, в том числе мне и моей семье. Вы действительно готовы лишить израильтян права торжествовать? Знаете, есть такое выражение, такая народная мудрость, если не ошибаюсь, немецкая. Люди простят тебе любой твой грех, кроме твоего успеха. Я намеренно не пересказываю события из книги «Исфирь», это и так широко известно. Так вот, там описана история успеха, и всем понятно, кто за этим успехом стоит, даже если его имя и не упоминается. Почему бы вам не порадоваться этому успеху? Маленькое отступление. Некоторое время назад в нашей жизни сложились такие обстоятельства. Если вам это интересно, я как-нибудь расскажу об этом подробнее. Что мне стало интересно посмотреть, как проходит жизнь у других верующих вокруг нас. Мы пришли на одно новое для нас собрание, и я стал отмечать для себя новые непривычные детали в ходе служения, непривычный стиль. И размышляя о сущности этих явлений, я пришел к выводу: меня окружают люди, которые просто ведут себя как евреи. И они имеют право вести себя как евреи, потому что они евреи. Кстати, в нашей общине более десятка национальностей. Я задал себе вопрос: а кто может запретить еврею жить по-еврейски? Почему евреи не запрещают другим народам жить, как те привыкли, хотя по логике вещей имеют на это основание? Я уверен, что европейскому, русско-немецкому баптизму тут есть чему поучиться. У евреев я имею в виду. Помните, я уже говорил о поразительном парадоксе. Христианам страшно сталкиваться с реальностью, с современностью. По этой же причине смерть современного омана вызывает у них ступор, когнитивный диссонанс. Почему такая разница? У меня есть некоторые предположения. Дело в том, что для еврея Бог свой, Он папа, Он родной. Вы не представляете, насколько легко в Израиле говорить с людьми о Боге. Это не значит, что все с вами будут во всем согласны, но если вы будете достаточно искренни, вас будут слушать даже мусульмане. А какие отношения бывают с родными? Они всегда гладкие. А вам когда-нибудь давали пользоваться чужой вещью? Вы замечали, что с собственным вы обращаетесь несколько иначе, чем с чужим?
Именно отсюда у христиан такая осторожность, псевдопочтительность, отношение на «вы» с отцом. В общем, я считаю, что Пурим – хороший праздник. И не стоит говорить, что Бог его не назначал. Он просто стоял за кулисами тех событий. Ханука тоже не упоминается в евангельских историях напрямую. Однако и Иисус ее отмечал. Он приходил в Иерусалим на зимний праздник обновления. А это другое название того же праздника. Да, Пурим прошел. Но мы ждем его продолжения. Ведь Амалек еще действует. Интересная деталь. Современный иврит несет в себе легко различимый отпечаток иврита библейского, танахического. Так вот, когда журналист или политик хочет описать ситуацию какой-либо угрозы безопасности, он запросто может упомянуть Амалека как образ лютой, беспричинной вражды с народом Израиля. Один из критиков спросил меня: а что, ты там стал уже иудеем? Ну, я его понимаю, это такое чисто христианское, расхожее клише. Намек на плохое положение. А я у вас, друзья, хочу спросить, когда вы открываете Танах, Ветхий Завет, вы тоже моментально становитесь иудеями? А может, вы и историю Исфирии уже давно выдернули из ваших Библий? Друзья, я снова приглашаю обсудить все эти темы в нашем телеграм-канале. Ссылка есть в описании. И вы знаете, как обычно, можно поддержать любой канал, который вам нравится. Подписывайтесь, делитесь ссылкой, комментируйте. Не нравится? Нажмите дизлайк. В общем, жмите на все кнопки. До следующей встречи. Выбирайте, на какой вы стороне. Осознавайте, во что вы верите. Шалом.